Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте узнаем, что скоро случится или что скоро произойдет, а возможно и неожиданно, с чем это будет связано. Уже совсем скоро, чего ждать или что вас ждет, может быть и так. Как события и обстоятельства, которые происходят вокруг вас, повлияют на вашу жизнь. Я бы хотела от себя добавить, что для вас, мои дорогие стрельцы, в целом февраль– это то время, когда пора как будто исцелить сердце и успокоить душу. Может быть, кто-то из вас будет чувствовать, что, ну, условно, энтузиазм подугас. Вы могли столкнуться с тем, что начинали какой-то план, он не пошел, или встретил какое-то сопротивление. Так вот, энтузиазма не теряем. Это не потеря энтузиазма, а поиск более глубокого смысла. Ну, может быть, не для всех, и это в целом как гороскоп на февраль, планетарные, но могут быть такие энергии в разные периоды февраля. И мы с вами достанем на первой колоде, это у нас 78 дверей, принципиальное значение открыты двери или закрыты, каковы ключи. Мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, без вопросов, потоковая информация, на чем карты делают акцент вас на первую декаду февраля, что случится, что произойдет, или, может быть, как сфера жизни, в которой придется принимать важные решения. И если мы спросили, что случится, да, вот с чем это будет связано? Ну, может быть, и с кем. Я такое тоже не исключаю. С чем эти или случайности, может быть, оказия, или какой-то удобный момент не упустить. Что нам подскажут карты, узнаем. Вторая карта– неожиданные события. И третье, если мы говорим причина и следствие, к чему это все идет или зачем все это было нужно. И по основным сферам жизни. Первое, что ждет? Любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, может быть и вопросы дома. Что ждет стрельца в финансах. И что для стрельцов как сфера достижений. Работа, а у кого-то учеба, у кого-то документы, а у кого-то важные встречи, планы. Итак, первый знак судьбы. Ох, вопросы дома, вопросы пары, личной жизни. Может быть, это еще и что-то обустроить и одновременно, ну, подписать документы. Двое как будто из храма выходят, да, венчание явно нам показывают. И если мы говорим венчание, ну, может быть, и правда у кого-то такое будет, но все же нет, не совсем об этом карта. Вообще это по максимуму десятка кубков, вы чем-то останетесь довольны. Вот, может быть, где-то доводите такие какое-то дело до ума с 1 по 10, и это вас радует. Или когда вы хотите что-то оформить, конкретно бумагу, документ, и вы уже чем-то воодушевлены. И вам уже осталось как будто чуть-чуть, вот подписи, может быть, поставить, что-то согласовать. Ну и вы, тем не менее, вам этим нравится заниматься, но у кого-то могут быть именно вопросы, связанные с документами. Хоть и десятка кубков– это эмоции больше, конечно, нам говорят, и не только. Тут, или понимаете, все вопросы, которые касаются благополучия. Конечно, сюда могут входить и деньги, вопросы работы, ну, в целом, конечно, настроение тут как будто с 1 по 10 февраля будет очень даже неплохим. Но давайте мы дополним, с чем это связано. Ну, у кого-то с семьей, а кто-то ждет, мои дорогие. Вот тем не менее, вот посмотрите, нет закрытых дверей ни в первой, ни во второй карте. Перед вами все двери открыты. Но, может быть, это кто-то ожидает, вот как будто, да, в предвкушении какой-то встречи, важного события. Или вы хотите познакомиться, может быть, и так. И да, для людей семейных, для людей, может быть, кто в паре, скорее всего, вопросы ваших взаимоотношений, вопросы вашего жилья, или где вы будете находиться, или где вы собираетесь находиться, может, кто-то переезжает. Но здесь все-таки ожидание, да, вот этот могучий русал сидит в воспоминаниях, тем не менее, правда, никуда он не торопится. И смотрит так вожделенно на этот теплый солнечный кубок. Почему-то сам такой синеватый. Похоже, заждался, да? Вот вы не должны заждаться.
Здесь есть такой момент, сама-то ведь картина, ну, такая достаточно мрачноватая, правда? Хотя часто по королю кубков проходят именно близкие. Но, может быть, это у кого-то история с близким родственником или с кем-то из родственников. Для кого-то из вас, может быть, кто-то недавно все-таки меня смотрят разные люди. Было какое-то событие, которое касалось дома, семьи или даже далеких родственников. Ну, что-то вы тут все равно, тем не менее, подводите итогу. И даже если еще по какой-то не совсем радостной истории, да, вот с учетом все же вот этой карты, у вас есть воспоминания, то как будто тут действительно приходит время залечить старые раны, успокоить сердце и душу и начать уже новый жизненный этап. Здесь ведь само по себе и энтузиазм, кстати, и вдохновение, и желание путешествовать, и как будто поиски ключа, да, нам в этой колоде, посмотрите, нет закрытых дверей, и как будто, хоть и нулевой аркан, а здесь как маг-волшебник, как будто так, да, потому что знает, как пространство открыть. Кто-то из вас будет планировать вот все же встречу или какой-то переезд. Но если тут с этим не совпадает, то тогда это именно хочется что-то осуществить или где-то побывать, что-то увидеть своими глазами, интерес к жизни. В целом по этой карте жизненная активность, нулевой аркан нам дает жизненные силы, физические буквально силы, но и душевные как будто тут тоже. И даже если был какой-то предварительный, не совсем простой период. Мои дорогие стрельцы, с 1 по 10 добрая энергия. Второй знак судьбы. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Да, по этой карте бывает такое, да, знаете, когда как остановка. Или мы должны набраться, ну, намерений, решимости и что-то продолжать не на совсем короткий этап, а на более длительный. Ключевая фигура в этой карте – мастер, который делает тату. Да, дверь вроде закрыта, но это сам мастер закрыл. Это его как бы вотчина, его кабинет. Это он там правит балом. И он демонстрирует свою работу, может быть, тем самым делая себе рекламу. Вот, может быть, вам даже дает карта подсказка, все-таки мы смотрим знаки судьбы. Здесь где-то надо побеспокоиться о собственном имидже, может быть и так. Или о том, для кого из вас творчество личное, да, или, может быть, бизнес, может быть, личное дело, то надо подумать о популярности, о себе, может быть, и заявить. Вот, кстати, для кого-то подсказка. Потому что вы достигли какого-то очень хорошего уровня, такого надежно устойчивого профессионализма, но нужно несколько, ну, как расширить, может быть, на будущее границы. Да, теперь мы продолжаем. Ну, мастер не отвлекается. Может быть, поэтому нам и показана вот эта стеклянная дверь. Мы можем просто за ним наблюдать. За вами тоже могут наблюдать, ну так на всякий случай. Но для нашего мастера, наоборот, это не имеет значения, или для него это даже в плюс. Ему все равно. Где-то он не зависит от людского мнения. Такой немаловажный нюанс – это тоже как знак судьбы. К примеру, молодой человек. Ну, есть такая поговорка: «Желание клиента – закон». Заплатил деньги, пожалуйста. Хочешь тату, я тебе сейчас сделаю. И неважно, в виде кого, чего, голова архара у молодого человека на спине. Ну, задается вопросом, вот это, наверное, девушка, ага, типа обозначил себя, или зачем это надо было делать, мы не знаем. Но сама-то она тоже с тату, кто знает, может быть, ожидает. То есть, но мастеру-то все равно. Кто с какими намерениями придет в будущем, или кто на сегодняшний момент приходит с какими мыслями. Он просто выполняет методично свою работу. По этой карте, мои дорогие, это карта именно профессионала. Когда мы уже достигли определенного в профессионализме уровня, и мы постепенно переходим тоже на новый профессиональный уже уровень, как повышаем квалификацию. Ну, может быть, у кого-то буквально так. Для кого-то из вас решение вопросов по части, может быть, денег. Или пусть это не конкретно сами по себе деньги, заработки, а там или те сферы жизни, где фигурируют финансы. Это может быть сама по себе работа или дополнительный заработок. Все-таки это
Ну, почти ремесленник, будем говорить, он ведь сам на себя работает. Это ж нам уже показали. Поэтому кто-то из вас задумается всерьез о дополнительном доходе. А если таковой имеется, то чтобы как раз возможности свои расширить, может быть, и заявить о себе. Самое время. Да тут всему самое время. Хандрить тут не время, тем не менее. Вот именно поиски смысла, мои дорогие. И четверка жезлов. Да, дверь закрыта, но это люди закрыли, чтобы никто туда не попал, кого они не ждут. Вся семья в сборе. Очень часто по этой карте именно вопросы недвижимости. Ну и может быть у кого-то дома ремонт или что-то вы там переделываете, реструктурируете или меняете банально, да, но я называю эту карту «Праздник после победы», поэтому явно какой-то вопрос, а то и два. У кого-то и личная жизнь, и вопросы работы. И, может быть, еще и вопросы места проживания. Тут все соединяется, ну, может быть, даже поначалу, как клубок какой-то, да, нам предстоит его распутать. Но значит, у вас для этого достаточно сил, смекалки, возможности, наверное, тоже немаловажно, да? Как помощь высших сил, но все-таки карты нам дают такую альтернативную информацию. И это сама по себе стабильность, это якорь. У вас сейчас доброе время. Как и что-то начинать, так и то что-то продолжать, так и буквально завершать, как будто закрыть дверь. И, может быть, отчасти не забывать и о себе самом или самой. Дать себе где-то отдых. Стабильный период, мои дорогие. Ну ладно, а что ж там случится, произойдет. Ну, может быть, двери, кстати, с учетом аркана башни надо закрыть, потому что башня– это вот стояло дерево, да, как дуб, может быть, многовековой. Но явно он уже был трухлявый внутри, да. И вот настало время от попадания молнии. Ему как бы суждено уже было рухнуть, и вот он теперь рушится. Но это время, знаете, принятия какого-то, как минимум, одного важного решения. Прообраз башни– это всегда какая-то структура, какой-то порядок. Изменяется порядок. Я думаю, это не новость. Многие, если даже не важно, в какой стране мира вы находитесь, ну, я не знаю, где сейчас так вот люди могут не думать о завтрашнем дне. Везде есть какие-то свои проблемы, свои ну, те моменты, которые нам не нравятся, и то, что мы хотим каким-то образом изменить. Но в основном это будет все-таки связано именно с внешними событиями. Может быть, это у кого-то, что может означать, да, мы говорим, эта карта. У кого-то это может означать как смена курса, например, вашей компании, смена руководства или смена руководителя в организации, даже если, да, какая-то государственная структура. Или просто вашего звена руководство меняется, и новая метла по-новому метет. Был один порядок, а теперь будет порядок какой-то другой. Вот примите это к сведению. И вы, может быть, несмотря на то, что мы так иногда с опаской смотрим на эту карту, так вот иногда же бывает и так, не было бы счастья, да несчастье помогло. Кто смотрит мои расклады давно, у меня есть такая колода Таро ангелов-хранителей. Так вот там буквально ангел берет за руку человека и выводит из этой башни за некоторое время, когда, ну, перед тем, как она будет разрушена. У кого-то из вас, между прочим, могут быть, что случится, что произойдет. Для кого-то совпадет так, с прежней работой или с какой-то, знаете, как прежний жизненный этап. Вот где вы работали, с кем вы общались, или с кем у вас были взаимодействия. Может быть, это касается людей, с которыми вы в прошлом, ну, где-то тесно контактировали. Но, может быть, у кого-то и не очень, но вы знали этого человека. Вы можете получить какие-то сведения об этой персоне, что у человека там что-то вот не пошло. Но для вас, тем не менее. Вот тут, знаете, банально даже. На вас это как будто не влияет. Может быть, заставляет задуматься. Но я могу точно так же сказать, что как трансформация какого-то уклада жизни для вас означает праздник, не только победу, но и буквально праздник. Рождение чего-то нового. Опять же, нулевой аркан. Может быть, это вокруг что-то меняется, а для вас как какие-то шлагбаумы падают, мои дорогие. Если мы говорим в первых образах карт была тюрьма, которая уже дала трещину давно. От попадания молнии она рушится, и стало быть, нет вот того, что нас удерживает.
Может быть, это прежде даже для кого-то. Вы установили себе рамки, барьеры какие-то. Вот должно быть так, а вот по-другому как-то нет, так вот неправильно. Но это некоторые наши табу. То здесь, скорее всего, придете к выводу, что вот теперь вот этого прошлого больше не существует. И у вас словно гора с плеч. Что же в неожиданностях? Какая-то прежняя ситуация, правда? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы можете узнать что-то о человеке, который может быть даже в прошлом. Тройка мечей – это такие сильные переживания. Иногда это как предательство. Но это осталось в прошлом. Мы как будто ставим вот эти 3 меча, пронзаем землю. Это как 3 жирных точки в какой-то прежней истории. И теперь для нас задача идти вперед. Вот к солнцу буквально. И не случайно в этой колоде 3 мудрых птицы, мои дорогие: филин, ворон и сова. Время мудрости. Мудро оценивать то, что вы слышите, то, что вы видите. И даже если кажется, знаете, камни с неба, но для вас-то они почему-то к празднику, и у вас-то как раз получается. Так вот, банально у кого-то может проиграться такая история, что человека увольняют, да? Ну или похожее в какой-то другой сфере жизни. Человека увольняют, для вас это неожиданно. Или человек сам, допустим, увольняется. И, может быть, это тоже где-то вы сожалеете, но это все на уровне эмоций. Так вот, должность освобождается, и у вас совершенно другие перспективы. Вот именно какая-то взаимосвязь. Не было бы счастья, но, может быть, это даже для кого-то переживание, а для вас, тем не менее, это новые возможности. Вот так. Так что же там будет неожиданно, с чем или с кем это связано? С семьей. Вы знаете, у кого-то даже банально помириться, найти общий язык со своими домочадцами, может быть, супруги, близкие, или пусть у вас нет семьи, но вы долгое время дружили. Конечно, будем реалистами. Для того, чтобы помириться, недостаточно желания одного человека. Это должен быть диалог, а диалог – это двое, правильно? И поэтому, если с одной стороны есть желание, а со второй стороны нет этого желания, ну, куда ты тут что построишь? Но, тем не менее, тогда поставить точку в той истории, мои дорогие, которая не продолжается. Она как бы не дает вам прогресса, не дает вам ни вдохновения. Поэтому душу тут тоже время исцелить. Я иногда называю карту «Тройку мечей». Карта здорового равнодушия. Какие-то шрамы на сердце у нас остаются. Может быть, мы и будем периодически об этом вспоминать. Наступило время идти вперед. Благополучие само в квадрате практически по десятке пентаклей. У вас и десятка кубков, да еще и десятка пентаклей. Тут и в личной жизни можно вопросы решить или поставить точку в какой-то грустной истории, и вперед тогда вы можете с кем-то познакомиться, потому что настроены вы вполне можете быть на новое знакомство или на какие-то контакты. Но, по крайней мере, я бы сказала, так нужно. Так к чему же это все идет? Тут вот как по справедливости. Вот как раз причины и следствия отображает эта карта. Иногда ее называют карта кармы. Но к чему идет или, зачем все это было нужно? Вот смотрите, тут правда, даже когда в какой-то ситуации прежде у вас был минус, а здесь теперь выстраивается другая конфигурация в плюс. Или когда вы, мои дорогие стрельцы, кому-то помогали, участвовали в жизни человека, причем делали это от всей души, бескорыстно. Или, может быть, даже вы успели забыть вот, да, о каком-то случае, где вы просто сделали что-то хорошее. А это, знаете, как в небесных скрижалях оно зафиксировано. И по этой карте нам как будто пусть руками другого человека, но как Вселенная нам дает эту помощь, возвращают нам добрые дела. Конечно, по этой карте причины и следствия. Нам тут на доработку могут вернуть какой-то вопрос, может быть, мы в чем то ошиблись, у кого-то банально отчет надо переделать, да? Вот, и это не конец света, а потому что, более того, для вас этот отчет, даже новый уже, будет означать и деньги, и радость, и вообще какая-то новая конфигурация. А может быть, он вам поможет быть заметнее, кто знает, никогда не знаешь, откуда возможности приходят. Но вот по-разному, да, то есть карта где-то подсказывает, да, к чему все идет, что вам нужно заниматься теми вопросами еще, которые не вы где-то там надумали, да, или мы что-то взяли,
допустим, из прошлого, то, что у нас не получилось. И вот мы теперь как будто с духом, да, с чувством, с толком собрались, и сейчас я начинаю опять заново все с нуля. Нет, так не пойдет. Тут именно те вопросы, которые больше в ваш адрес возвращаются, а не которые мы инициируем. Поэтому будьте внимательны. Документы или какие-то темы из прошлого вам, как я уже сказала, могут вернуть на пересмотр, на доработку. И надо будет тоже все расставить по местам. Или сделать что-то красиво, элегантно, как минимум. Или когда зависшая тема у вас тоже может решиться, мои дорогие. Вот для чего может быть такой неоднозначный путь, и явно не с первого по 10, а нам рассказывают о какой-то прежней истории, потому что вы уже в чем то профессионал, что-то тут у вас знакомо. А если по отношениям, то тоже какие-то важные темы для выводов присутствуют. И неважно, хоть и смотрят меня люди разные, но в том или ином контексте, даже если кто-то помирится, значит, где-то карты говорят: "Так ты не вспоминай, что там между вами было, а то это, ну, вряд ли все закончится". Это как, знаете, теребить рану. Ну и если были какие-то грустные отношения, история, так и тоже нет смысла вспоминать, если это не может быть прогрессом, продолжаться. Тем не менее, что там в личной жизни? Королева мечей. Но, может быть, у кого-то из вас вот конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихия воздуха, близнецы, весы, водолей, или там имеет асцендента, очень достаточно такой хладнокровный человек, или, может быть, даже вы где-то мы на личную жизнь смотрим, может быть, это и горячий человек, да, для вас очень притягательный. Но это те люди, которые умеют надеяться сами на себя, может быть, даже те люди, которые любят быть периодически в одиночестве, мои дорогие. Вот, вы можете прочувствовать, словно мы в разных энергиях. Я такой или такая более земная, теплая, может быть, да, или горячая. Я имею в виду отнюдь не температуру, а именно выражение ваших чувств. А человек в тот момент, когда вам хочется вот этого и душевного тепла, может быть, хочется каких-то бесед, человек устраняется. Нет, он здесь на своей волне. Но что-то подобное может происходить даже вне зависимости от знака зодиака. Но, тем не менее, какие-то важные выводы, решения. Ведь это прообраз Юдифи. Здесь кто-то может словно отрезать, правда, поставить точку в зависших, точнее, отношениях, качелеобразных, и сказать: все, хватит, баста, так больше не будет. Но итоги какие-то вы подводите. Но это карты независимого человека, который надеется сам на себя. Кто-то, мои дорогие, может именно по части личной жизни, может быть, и дома где-то обустраивать, как и жилье, и, может быть, вам придется отправиться, ну, в какие-то инстанции. У кого-то необходима консультация юриста или какого-то эксперта, знающего человека. Может быть, у кого-то и стоматолог, да, но не совсем по этой карте проигрывается. Но нам как будто нужно разобраться с каким-то вопросом, как вот раз и навсегда. Что это? Точно надо, посмотрите. И еще одна десятка. То есть, смотрите, 2 десятки кубков, пентаклей. Это и приятные эмоции, это все то, что я говорила, и благополучие. А здесь то же самое, но тут уже более, если тут есть эмоции, а здесь уже больше конкретики какой-то, да, это и дом, это и наш уклад, быт, может быть, и так, да, ну и денежные, безусловно, вопросы. Но и еще одна третья десятка, и да, нам говорят, что тут что-то подходит к концу. Но, может быть, в этой колоде, как двое несут арбузы. Они устали. Но им еще последний, как знаете, рывок в спорте словно нужно все-таки совершить. Осталось чуть-чуть, чтобы дойти до дома. Вот вы можете подводить к итогу какую-то прежнюю историю, и тогда сил у вас хватит, и физических, неважно, чего касается. Может быть, это лично вас просто касается. Тогда, знаете, поднажми как будто в конце. Имеется в виду не на кого-то нажать, а на самого себя. Как будто не бросить, не на полдороги, да, не остановиться и сказать: все, больше этим не буду заниматься. Тут какие-то итоги надо подвести для того, чтобы поставить или провести в чем-то или над чем-то демаркационную линию. Потому что это не может продолжаться бесконечно долго. Вот есть какая-то тема. Может быть, она даже, то, что на уровне ваших мыслей, она будет касаться работы. Тогда нельзя с работы уходить, хлопнув дверью.
примеру. Ну, пусть на личную жизнь. У нас порой на работе такие ситуации, что мы их домой принесем, еще будем думать там до утра, да, не заснем. Ну вот тогда более рационально обдумывайте. Вот именно холодная такая голова вам нужна. Не уставшая, вот именно, тут есть все-таки подсказка. И мы с вами говорили, уставшие люди делают ошибки. Надо передохнуть как будто, да? Ну вот какой-то привал необходим, чтобы донести вот эти арбузы вот этим двум. Вот что-то подобное для вас. Потому что тут должны быть очень рациональные, такая вот безэмоциональная какая-то холодная мысль или решение. Может быть и так тоже. Или у кого-то выбор между работами. Раньше вы ходили в офис, а теперь думаете на дому. И тут тоже надо эту конфигурацию как-то красиво сформировать, да? Ну, правда, вам придется принимать важные решения, а для кого-то брать ответственность на себя. Даже если мы что-то меняем, ну, где-то перемены есть, то это тоже мера ответственности. Потому что если мы откажемся, назад дороги нет. Поэтому тут, да, если в принципе уже какая-то история и не развивается, так уже давным-давно надо было поставить все как бы точки над «и», да, и разобраться с этой ситуацией. Есть что-то, которое тянется слишком долго. Вот холодные мысли, холодная голова. Что ждет в деньгах? Прогресс, мои дорогие, карта колесницы, карта прогресса, успеха. Ну, понятно, что зависит от нас этот прогресс. Я уже не повторяюсь, тут тем более десятка пентаклей. Кто-то из вас может и по работе, и или через дополнительный заработок. Для кого-то из вас, знаете, как предложена, может быть, командировка по работе, или в целом график меняется, и вам придется в командировке ездить, может быть, и так. Или когда, как офис, организация меняет место, расположение, и раньше ездили одним путем, а теперь придется уже другим путем на работу добираться. Но все же колесница– это старший аркан, это, мои дорогие, вы на пороге перемен. И это не просто слова. Старший аркан будет нам также и еще раз напоминать о том, что на вас влияют с 1 по 10 люди, на вас будут влиять события. Может быть, какой-то вообще уклад, миропорядок, если, к примеру, правда, какие-то ваша как работа или ваши, может быть, уже планы, они строятся с пересечением, например, пересечением границы или куда-то переездом. Может быть, очень далеко, да, тут тоже будет что-то меняться. Могут и меняться документы, может быть, кому-то придется в последний момент что-то переделывать. Карта, в принципе, говорит, будь мобильным на деньги, да, рассмотри, может быть, разные варианты дохода. Ну, и время у нас такое сейчас, да, если вспоминаю Уран, Уран все дробит. Поэтому был один доход, а желательно два. Хранили деньги в одном месте, а теперь желательно в двух валютах, в разных банках. Вот что-то такое. Подумайте. Потому что, как и зависимость от внешних событий, но точно так и жизнь набирает темп. Не упустите возможности. И не оглядывайся назад, кстати, карта говорит. Ух ты. Две карты скорости. Как и не оглядывайся назад, так и не теряй времени даром. И это на работу. Может быть, правда, все то, что я говорила про работу, я уже не повторяюсь. Время наступает заявить о себе. И скорость здесь присутствует в том значении, всегда ведь колесо фортуны, когда выпадает, эта фортуна на вашей стороне. Как его величество шанс, мои дорогие, не упустите. Не подзастряньте, если, допустим, кто-то вам даже плачется в жилетку. Вот я банально такое могу допустить. Вы можете сопереживать, сочувствовать, но просто знайте, если какая-то метаморфоза в вашей жизни происходит, это вам судьба пытается дать, либо как новое направление, или перед вами как пути какие-то, дороги, дверь какая-то открывается. Именно в будущее. Ну вот как-то интересно у вас, мои дорогие стрельцы. Буду благодарна вашим комментариям. А также я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации, за вашу помощь, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.